Любить по-бразильски. Почти 5 лет назад в Краснооктябрьском ЗАГСе зарегистрировали весьма редкий брак бразильца Марсилио и русской женщины Инги. После регистрации семье была присвоена фамилия мужа – Силва Диас. А началась история этой любви в интернете 7 лет назад. Она отправила ему сообщение, хотя не могла даже представить, что это сообщение станет началом любви в режиме онлайн. Ради этой любви он оставил все – свою страну, выучил чужой язык и навсегда изменил место жительства. О сказочном перевоплощении Дона Марсилио в русского парня в нашем репортаже. Их любовь похожа на бразильский сериал. Также все страстно, красиво и почти нереально. Случайное сообщение в интернете навсегда изменило жизнь. Когда я жил в Бразилии, я военный работал. И я работал нормально. Мой работа у нас был программа KIP, ICQ. И один раз на утро нормальная работа была, и бип, ICQ вставал. Кто-то хочет говорить со мной. А я видел и сначала поговорить, как обычно, по-английски. Hello. Привет, так, кто вы? Я Неля. Очень приятно. Вы откуда? Россия. Россия? Никогда не познакомил никто из России. И как в жизнь там, я знал, жизнь очень плохо, из перестройка, много компликаций. Так. И тогда изначально познакомился. Это было 20 мая. В 2004 году. А я не знал. Это просто месседж будет менять мою жизнь навсегда. Она представилась Нелли по имени своей кошки, тогда даже не предполагая, что это необычное свидание станет главной встречей в их жизни. О России он знал только по голливудским фильмам, что Россия – это водка, медведи и перестройка. Для нее Бразилия была экзотика. Самбо, барабан, футбол, все. С моей стороны это было проба ICQ, которое было, поставили такой мессенджер, как он работает, неизвестно. И вот сын мне подсказал, вот так и так, он так функционирует. Ну, на ком попробовать? Ну, давай попробуем по выбору, мам, какую страну хочешь. Я говорю, да, во-первых, клон шел по телевизору, вот этот сериал. Вот. Такая была некая ассоциация. А с другой стороны, думаю, ну если какую-нибудь глупость скажу, то в Бразилии никто не услышит, не узнает. Русских женщин Марсилио представлял по американским фильмам, очень суровыми, с грубыми чертами лица. Когда с монитора глянула нежная красавица с лучезарной улыбкой, не поверил своим глазам. Он оказался тоже совсем нестандартным бразильцем, равнодушным к футболу, обожающим фильм «Стар Трек». Практически сразу Марсилио решил устроить Инге проверку на совместимость, отправил свою фотографию, где он в форме одного из героев любимого фильма. Он меня спросил, какая на мне униформа. Естественно, я это не знала. И рядом был сын, который я позвала. Говорю, посмотри, что за униформа у него. Он говорит, мам, по-моему, Стар Трек. Я говорю, Стар Трек, yes. Тогда он неожиданно спросит, может, это любовь, а потом произойдет их первая встреча под горячим бразильским солнцем. Эти 10 дней они позже назовут самыми счастливыми в своей жизни и поймут, друг без друга больше не могут. Она показала мне, что такое настоящая любовь. Женщина такая никогда не видела. Он показал ей настоящую Бразилию, а она ему свою Россию. И еще, что значит любить по-русски. Ради этой любви он позже оставит все. Выучит трудный русский язык и поменяет место жительства навсегда. Первая вещь, которая поразила здесь, это толщина стен. Он измерил 60 сантиметров стены и сообщал всем в Бразилии, вы знаете, какой толщины у них стены. И поэтому, когда для нас зима и 20 градусов, что у нас, потому что в доме тепло, у них 15 градусов трагедия. При стеночке в один кирпич, и фактически никакого отопления нету. Для них, конечно, сразу это очень холодно. Я очень удобно в тепле. А зимой как? Зимой здесь я очень удобно тоже, потому что я знаю правильную одежду. Да, а на улицу выходит шарф,
Да. Тоже фотографии? Вот я считаю, как Star Trek философия, это как я еду на другой планете. И нужно... Это у него космическое путешествие. Нужно скафандр такой, понимаешь, как самый Star Trek, главные фразы, как всегда идет, где не ступала нога человека. И так будет. Россия как раз та страна. Да, да. Поженились они в Краснооктябрьском ЗАГСе. Здесь впервые регистрировали такой брак. Бразильца в костюме из Стартрека и жгучую красотку в ярко-алом платье. После свадьбы Инга взяла фамилию мужа. Уже 5 лет они живут душа в душу, практически не ссорятся. Разве что если речь заходит о любимом фильме. В этом вопросе нет места уступкам. В Стартреке у нас есть некие конфликты. У него один капитан любимчик, у меня другой. И у нас постоянно из-за этого есть некоторые... Мы сделаем так веселую ситуацию всегда. Да. Ну, готовы пойти на уступки? Никогда. В Стартреке в чем угодно, только не в Стартреке. Марсилио уже привык к русским зимам и даже к нашему борщу. В свободное время занимается дачей, а также собирает коллекцию костюмов и экспонаты из любимого фильма. Это белая форма, чтобы как главный ивент, как свадьба, как промоция, соленидад, парад такой. Эта форма тоже работала на новой игре Star Trek Online. Но много импортировал из Америки. Вот это очень интересно. Это корабль Enterprise, самое главное имя корабля в все сериале. Но, как вы видели, там есть звездный меч, пульт телевизор, а это телефон. Настоящий? Да, работает. Время от времени Инга старается радовать своего бразильца любимыми блюдами, пастой и пиццей. Даже специально для Марсилио освоила бразильский рецепт. Кроме как пиццу по-бразильски. Бразильская пицца, что интересно, она практически всегда включает в себя кукурузу. Они очень любят кукурузу добавлять во многие блюда. И, значит, нюанс такой должно быть практически всегда моцарелла и орегано. Ради него она готова на многое. Чтобы совместная жизнь была сладкой, русская красавица радует любимого и национальными бразильскими лакомствами. Это любимое бразильское блюдо называется бригадейра. Такие конфетки на день рождения. Ни один день рождения без них не обходится. Или по легенде, или действительно так было. Один был бригадейр, это как генерал. Вот. Он, выборная у него была какая-то там программа, и он, значит, всех своих избирателей угощал с этими конфетками. Делаются они очень просто. Из компонентов только какао и сгущенка. То есть уваривается сгущенка до состояния такого плотненького, потом формируются шарики и обсыпка. И это очень вкусно угощается. Лакомство пальчики оближешь. Несмотря на различия менталитета, на вопрос, что такое счастье, они дают один ответ. Счастье – это значит быть вместе. И неважно, под небом какой страны. Счастье – это когда рядом любимая женщина, его родина, его песня. Mundo escuro, adormecido, nem mesmo sei por que estou aqui. Estou sofrendo, mas não desisto, pois sei que Deus é quem cuida de mim. Deus sabe o que faz, não importa o que eu sinta, nunca me esquecerei do que já fez por mim. Deus sabe o que faz, mesmo que eu não saiba, tentará me guiar para junto de si. Когда он приехал только, был спор между бразильцами. Да.
Да. Сколько он выдержит в России? И все поставили ставки. Кто месяц, кто неделю, кто полгода. Полгода. Максимально было год. Может, 5 лет. С судьбой бесполезно заключать пари. За счастье быть вместе они каждый день благодарят Бога, не уставая повторять. Для тех, кому суждено однажды встретиться, не существует географических границ. Их встреча была определена заранее в книге судеб, а интернет – всего лишь средство.